Увы, но травмы в смешанных единоборствах – путь, через который проходит едва ли не каждый профессиональный спортсмен. Именно из-за повреждения со своего боя снялся Макс Холлоуэй, а матчмейкерам по этой же причине пришлось пойти на крайние меры. Ныне в рамках главного поединка UFC Vegas 31 18 июля выступит Ислам Махачев. Соперником наследника Хабиба станет Тьяго Мойзес. Дагестанец впервые станет участником мейн-ивента, а мы впервые на нашем канале разберем бой с его участием. 3 секунды на то, чтобы поставить лайк и подписаться на наш канал, это очень важно. Итак, погнали. Если про Ислама знают все и все, то в случае с Тьяго Мойзесом даже у нас возникли определенные вопросы, так как боец далек от уровня главного героя вечера даже на турнире от условного ACA. Но против Ислама банально никто не хочет выходить. Дагестанец уже давно заслужил себе соперника из топ-10, однако промоушен не может добиться от своих бойцов согласия на бой. Латать дыры приходится тем, что находится под рукой, поэтому против Махачева выходят не статусные бойцы, а атлеты уровнем чуть ниже. При слове «Бразилия» в мыслях всплывают две вещи – футбол и черный пояс по БЖЖ. Отец Тьяго – профессиональный боец ММА, так что вариант с карьерой футболиста отпадает. Остается только высшая награда в бразильском джиу-джитсу, которой Мойзес владеет со старта своей карьеры в UFC. В лучшую лигу мира парень попал через претендентскую серию Даны Уайта, ярко нокаутировав своего соперника уже в первой пятиминутке. Ничем особым атлет не выделяется, топовые оппозиции Мойзес неизменно проигрывает, а его рекорд на момент боя с Исламом скромные 15-4, при показателе в 4 победы и 2 поражения под баннером UFC. Ну что, с соперником Ислама мы разобрались, теперь перейдем к сравнению основных характеристик, которые и приведут нас к прогнозу. По антропометрии спортсмены идентичны, и не сказать, что для кого-то это будет каким-то преимуществом. Исламу, в принципе, все равно против кого выходить, он давно подтверждал это в своих интервью, давно показывает это и на деле. Махачев проводит свои бои так, чтобы его оппозиция подстраивалась под дагестанца, а не наоборот. Мойзес же более пластичен как атлет. С ударниками он не против зарубиться, с борцами побороться, но не сказать, что в каком-то из аспектов он выглядит прям топом. Удивительно то, что при достаточно неплохой физической мощи номинальный джитсер не выдыхается к концу 3-го раунда. Он держит руки у головы, старается атаковать и ровно распределяет силы на каждую из 5 минуток. Про выносливость Махачева упоминать даже не будем, в принципе, так как все бойцы из лагеря Хабиба просто не слышали о существовании понятия «просадка по кардио», тухугов не в счет. Что касается 5-раундовых поединков, то подобной дистанции в карьере Ислама в принципе не было. За титул он не бился даже в М1, а в UFC это его первый мейн-ивент. Мойзес же обладатель пояса чемпиона RFA, причем последняя его защита пришлась именно на 25-минутную дистанцию боя. В следующем поединке он вновь выступил в тайтл-шоте, но уже в LFA. Там боец проиграл единогласным решением судей, так что на чемпионской дистанции он показывает скромный 1-1. И плавно мы подбираемся к ударке, наболевшей теме в карьере Махачева. Отечественные СМИ то и дело ругают дагестанца за нежелание прогрессировать в одном из главных аспектов в смешанных единоборствах. Отчасти это справедливо. Вот просто давайте вспомним, с какой корявой ударкой в UFC приходил Хабиб и какое перерождение с ним произошло по ходу развития карьеры. Махачев тоже прогрессирует, но в куда более медленном темпе. И это мы могли проследить на примере его поединка с Дави Рамосом. Спойлер, именно он ляжет в основу нашего прогноза. Мойзес же в ударке куда лучше, он часто и активно подключает ноги, стараясь хлесткими и точными ударами нанести как можно больше урона сопернику. Комбинационно Тьяго действует неплохо, но топовым ударникам серьезно проигрывает, так как не всегда готов к тому, что по нему может прилететь в ответ. Майклу Джонсону за один раунд статистически бразилец проиграл с разгромными 27-1.
В этом же поединке атлет продемонстрировал, что бороться с ним крайне опасно. Мы уже привыкли к тому, что если поединок складывается не по сценарию Махачева, то он моментально идет в ноги соперника. И с одной стороны, этого стоит опасаться, соврать нам не даст сам Бен Аскрен, но Махачев каждый свой проход скрывает за ударом, прощупывает почву и старается выцепить ногу оппонента в самый удобный для этого момент. Мойзесу безусловно стоит опасаться всего, что связано с борьбой. Как мы знаем, если бы самбо было легким, то оно называлось бы БЖЖ. И эта истина сохраняется до сих пор. Только каждая третья попытка перевода становится для бразильца успешной. В партере он не выглядит пассивно, старается все время атаковать. Но извольте, это проходило в схватках с парнями, которые бороться-то в принципе и не умеют. Того же Джонсона бразилец спокойно одолел сабом. Представить то, что Махачев спокойно отдаст Джитсеру ногу, мы не можем даже в самых смелых предположениях. Скорее наоборот, Ислам, который не раз проходил проверку черными поясами, не только смог выцепить ногу соперника, но и с большей вероятностью уничтожит того в партере. Тот же Дави Рамос, про которого мы вспоминали ранее, партера избегал до того момента, пока мог отбиваться от попыток перевода Махачева. В третьем раунде Исламу удалось перевести соперника, и на этом для того все закончилось. Постоянные попытки выйти на досрочное завершение и потрясающая техника удержания оппонента на канвасе привели Махачева к очередной победе. От этого мы и будем строить свой прогноз, который достаточно прост и предсказуем. В битве с Добером Махачев доказал, что у него есть ключ к ударникам. Поединок с Рамосом – ключ к джитсерам. Мойзес же по ходу карьеры показывал лишь то, что профессионалы борьбы могут его спокойно перевести, а качественные ударники разбить в стойке. При всем уважении к Дариушу и Смагулову, Махачев в очных битвах одолел бы обоих, а они в свою очередь без проблем справились с Мойзесом. Наш прогноз на битву с Мойзесом – победа Ислама Махачева. Причем победить дагестанец должен крайне уверенным образом. Но на досрочное завершение битвы мы бы не рассчитывали, так как Тьяго есть что противопоставить нашему бойцу в октагоне. А как, по вашему мнению, завершится бой? Оставляйте свое мнение в комментариях под видео и не забывайте подписаться на наш канал, поставить видео лайк и обязательно клацнуть колокольчик. Ну а с вами была команда MMA Express. Скоро увидимся.